В деревне Сосновка деда Ивана уважали все, и хозяйство у него было образцовое. Но главной его гордостью был Борька, огромный племенной баран с закрученными в тугие спирали рогами. Весил этот зверь под 100 килограммов. Характер у Борьки был суровый, но хозяина он никогда не трогал. Иван часто чесал ему лоб, и баран жмурился, как довольный кот. Но в то пасмурное осеннее утро все пошло не так. Иван вышел во двор, чтобы набрать воды из колонки. Он шел медленно, опираясь на палку, ноги к непогоде крутило. Борька пасся у забора. Вдруг баран перестал жевать. Он замер, уставившись куда-то поверх головы хозяина, и глухо заблеял. Иван не обратил внимания. «Чего шумишь, рогатый?» — буркнул он, продолжая путь. И тут случилось страшное. Борька, этот всегда спокойный гигант, вдруг сорвался с места. Он набрал скорость за доли секунды, как таран. Дед даже обернуться не успел. Страшный удар в поясницу сбил старика с ног. Иван пролетел пару метров и плашмя рухнул лицом прямо в осеннюю грязь, выронив ведро. «Ты что творишь, Ирод?» — захлебнулся криком Иван, пытаясь перевернуться. Спину пронзила боль. Он попытался встать, но не тут-то было. Баран подскочил к лежащему хозяину и встал над ним. Он уперся передними копытами Ивану в грудь, буквально вдавливая старика обратно в жижу. Глаза зверя были безумными, он фыркал и мотал головой, не давая человеку даже приподняться. Соседка, увидевшая это через забор, заголосила на всю улицу: «Помогите! Баран Ивана убивает! Затопчет деда!» На крик выбежали двое мужиков с лопатами. Они уже бежали к калитке, чтобы спасти соседа от взбесившегося зверя. Иван, лежа в грязи, уже прощался с жизнью, думая, что Борька сейчас пустит в ход рога. И в этот момент раздался жуткий треск, словно сухой выстрел над ухом. Секунду спустя на то самое место, где только что стоял Иван и откуда его так грубо сбил баран, рухнул оборвавшийся высоковольтный провод. Толстый кабель, искря и извиваясь, как огненная змея, ударил в лужу, где остались галоши деда. Раздалось шипение, полетели синие искры. Если бы Иван остался стоять там, от него остался бы только уголек. Баран, чувствуя нарастающее статическое электричество или слыша гул, недоступный человеческому уху, понял: там стоять нельзя. Борька не атаковал. Он спасал. Он сбил хозяина с ног, чтобы убрать его из зоны поражения, и держал на земле, чтобы тот не вскочил под смертельный удар тока. Когда искры погасли и провод обесточился, баран сразу успокоился. Он убрал копыта с груди Ивана и, виновато опустив голову, лизнул грязную щеку хозяина. Соседи с лопатами так и застыли у калитки, открыв рты. А Иван, весь в грязи, но живой, обнял мощную шею своего спасителя и заплакал. В тот день Борька получил целый мешок отборного зерна, а по деревне пошла молва: звери чуют беду раньше, чем мы успеваем о ней подумать. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.